Ир! 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 Носовые вместе с кормовыми. Она словно летит по волнам. Легкая, быстроходная, податливая. Благодаря ей можно проявить свои лучшие качества. Почувствовать себя частью команды, в которой каждый незаменим. И неважно, в какой части света ветер раздувает ее паруса и на каком языке говорят гребцы. Тех, кто хорошо чувствует ее, она понимает и слушается. Ведь это идеальная лодка. Что отличает идеальный экипаж? В такой парусно-гребной шлюпке, как «Гичка», он должен действовать как одно целое, ведь эта лодка требует первоклассной командной работы. Именно на «Гичках» один раз в 2 года проходят международные соревнования Atlantic Challenge International. Это уникальный международный проект, в рамках которого молодежь по всему миру самостоятельно строит деревянные 12-метровые капитанские гички «Бантри Бэй», копии старинной французской лодки XVIII века, которая находится в Национальном морском музее в Дублине. В мире уже порядка 80 таких лодок. Команды ходят на них в море, участвуют в фестивалях и гонках. На этот раз соревнования проводятся в старинном городе Роскиле в Дании. Впервые в истории Atlantic Challenge Россию представляют сразу 2 национальные команды – Atlantic Challenge Россия на гичке «Динité» и команда «Штандарт» на гичке «Нати». Им предстоит сразиться как между собой, так и с 12 командами из разных стран мира. В предыдущей серии на гонке Atlantic Challenge в датский город Роскиле прибыли 14 экипажей, в том числе 2 команды из России. Мы, баскская команда, представляем страну басков. В день открытия соревнований среди команд прошел и первый конкурс «Капитанская гичка». Это соревнование, хоть и важное, однако не шло в зачет. А вот следующее, слалом, уже будет иметь значение для турнирной таблицы. В Роскиле раннее утро. В безветренной гавани замерли корабли, яхты и лодки, вокруг которых чинно плавают утки и лебеди. Солнце золотит шпили древнего кафедрального собора, усыпальницы датских королей. Это символ города. Рядом с собором расположена местная гимназия. На время соревнований она стала домом для всех участников Atlantic Challenge International. Второй день соревнований. Раньше всех утро встречает русский экипаж лодки «Нати». Участники команды все как один выходят на зарядку. После зарядки обязательная пробежка. Живописные улочки Роскиле плавно переходят в лужайки и поля, и не сразу разберешь, где же заканчивается этот уютный городок с провинциальным укладом жизни. Еще одна русская команда Atlantic Challenge Россия не отстает. Ее экипаж тоже бегает по утрам. Впереди важный день, и нужно встретить его бодрыми и полными сил.
Через некоторое время гимназия наполняется привычным для ее стен шумом, словно это ученики неожиданно вернулись после летних каникул. Командой капитанских гичек завтракают. Нехитрый рацион продуман так, чтобы никто не проголодался и при этом получил полезную и калорийную пищу. Уклад жизни прост. Каждой команде выделен свой учебный класс, где участники ночуют в обычных спальниках, а по соседству разместилось и жюри. Те же самые условия, как и для команды. Так мы проводим свой отпуск. В составе дружного интернационального жюри только опытные люди. Они поддерживают дух соревнований. У всех членов комитета уже большой опыт в Atlantic Challenge. В прошлом все они были участниками. Мы следим за тем, чтобы это было справедливое соревнование. Здесь у нас правила относительно каждого мероприятия, и наша задача состоит в том, чтобы все экипажи чувствовали себя комфортно и в безопасности, и на веслах, и на парусах. После завтрака жюри проводит собрание рулевых. Каждый день условия для гонок могут меняться, поэтому в расписание иногда вносятся корректировки. Представители команд выясняют маршрут, уточняют условия, задают всевозможные вопросы. А через полчаса все встречаются у места старта. Первое испытание – слалом. В парном заезде лодка «Нати» с русской командой вышла на старт с канадцами, выступающими на лодке «Иншанте». Эту гичку для заокеанских участников в Данию доставили из России. Такая взаимовыручка в Atlantic Challenge давно стала традицией. Правый давай, раз. Правый сильно, раз. И раз. Правый весло, оба на воду. И финиш, поехали, мощные. Огонь! А Динете тем временем соревнуется с бельгийской лодкой. Сегодня у нас был слалом. Было сложновато, потому что нельзя было касаться флажков. Это было самое трудное. А еще, когда надо было сделать полный поворот на 360 градусов вокруг флажка. Это невероятно сложно, потому что нужно долго грести с одной стороны, а потом должны еще остаться силы, чтобы довести лодку до финиша. Мы вчера тренировали вот на этой дистанции слалом, и, честно, уже было такое вдохновение очень хорошее, потому что на форту не всегда получалось, потому что там где-то дистанция может быть не очень ровная, где-то течение, ветер, волны. Здесь все-таки уже вчера мы тренировали, у нас все получалось, это нам придало больше уверенности. Сегодня мы уже вышли с боевым настроем, и когда мы стояли, мы были в 5-м заезде, мы просмотрели первые 4 и поняли, что нет, мы будем лучше. Гонка проходит по парам и за счет общей по времени, поэтому наши соперники, соответственно, в одном заезде мы были с бельгийцами, это не очень сильная команда, мы, конечно же, во время заезда на них не смотрели, мы смотрели свою лодку, но зато во время других заездов мы смотрели на другие команды, как они выступают, чтобы сравнить, как они, как мы гребем, как мы поворачиваем, ведь очень важно в слаломе правильно поворачивать, правильно стартовать, четко. По ощущениям, по-моему, наша команда выступила отлично, прошла дистанцию хорошо, ждем с нетерпением результатов. Мы заняли первое место. Итак, в слаломе лучшее время показала лодка Динете. Всего на 10 секунд от нее отстала русская гичка «Нати». Третьими стали участники из США.
Следующий конкурс вполне в духе Atlantic Challenge. Смешанные экипажи должны за определенное время построить лодку из подручных средств. Задача интернациональной команды – сделать судно плавучим и, желательно, красивым. Команды делают лодки, а мы их оцениваем. Это практический конкурс. Над каждой лодкой работают группы, собранные из представителей разных стран. Каждая строит небольшую лодку из очень ограниченного количества материалов, а через пару дней эти лодки будут участвовать в гонке. Участники расположились на зеленой лужайке возле музея викингов и сразу привлекли всеобщее внимание. По-моему, здесь очень интересно. Что именно? Это хороший способ что-то сделать вместе и повеселиться. А что они делают? Похоже, мастерят какие-то небольшие лодки. Как думаете, можно ли это сделать лучше? Я не эксперт в кораблестроении, так что я бы вряд ли смог лучше. Делаем лодку импровизированную. Вот из этого всего хаоса пытаемся превратить в какое-то плавучее судно. Брэд Эванс приехал в Данию вместе с американским экипажем, чтобы помочь с организацией. Теперь наблюдает за тем, как команды получают опыт совместной работы. По-моему, эта лодка выглядит вполне надежно, даже удивительно. Когда я увидел, из чего ее будут делать, я напрягся и сомневался, что из этого что-то получится. Но план отличный, так что я думаю, что все сработает. Время истекло. Лодки остаются на хранение в надежном месте. Заезда на них еще впереди. А сейчас пришел ветер. И это значит, что команды Atlantic Challenge International ждет первая парусная гонка. Смотрите в следующей серии. Какой стала для экипажей гонка под парусами? Плавировочный участок был сложный, поскольку нужно было постоянно выверять угол и выбирать выгодные галсы, выбирать выгодный ветер. Я чувствую себя счастливым. Это была очень классная гонка. Музей викингов. На каких кораблях ходили самые искусные судостроители своей эпохи? И как здесь строят корабли в наши дни? Это типичное судно поздней эпохи викингов или начала средних веков.